всем! Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой канал Дарья Create. Сегодня на канале супер полезное видео. Я покажу, как сделать GIF из видеофайла очень быстро и очень просто. Нам потребуется само видео и две программы Adobe After Effects и Adobe Photoshop. Ведь очень часто нужно сделать превью в GIF формате. Сделать это нужно быстро, качественно и без лишних загрузок на сторонние сайты. Этот способ как раз то, что вам нужно. И давайте скорее начинать. Итак, GIF будем делать из прошлого видео с жидким градиентным фоном. Кто не смотрел, очень рекомендую. Очень сочно получилось и по-летнему. Ссылка, как можно сделать такой фон, сейчас появится сверху в подсказках и, конечно, будет в описании под роликом. Итак, подготовили наше видео и идем в файл, Export, Add to Render Queue. Клик по вкладке Output Models и в окне формат выбираем Photoshop Sequence. На самом деле вы можете выбрать и JPEG Sequence, и PNG Sequence, и из них вы также сможете получить GIF. Разница будет в размере файла, соответственно, в быстроте его обработки. Окей. Далее клик по Output To и выбираем, в какую папку будем сохранять. В зависимости от количества кадров и длительности композиции, файлов на выходе может получиться много, поэтому для удобства можно поставить галку здесь, и все файлы сохранятся в отдельную папку. И вы также можете ее переименовать. Save и нажимаем на Render. После того, как рендер закончен, переходим в Photoshop. Идем в файл, Open As, выбираем нашу папку, выбираем файл и обязательно проверяем, чтобы стояла галочка в боксе Image Sequence, иначе вам откроется не последовательность, а один выбранный файл. Нажимаем Open. Далее можно выбрать количество кадров в анимации. Лучше оставлять такой же, как у нас было в проекте. У меня это 25 кадров. Окей. Вот наш файл открылся как анимация. Теперь идем в файл, Export, Save for Web. Выбираем GIF. Здесь можете настроить, будет ли повторяться анимация и как именно. Я выберу вечное повторение. И я также вот здесь в Image Size в окне Percent поменяю со 100% на 50%. Чуть дальше я объясню, зачем я это делаю. Сейчас нажимаем Save и выбираем, куда будем сохранять GIF. Можно ее как-то переименовать. И снова нажимаем Save. Вот наша гифка. Посмотрим, что получилось. Отлично. У меня весь процесс занял не более 3 минут. А теперь рассмотрим основные причины, почему может не получиться. Первое, это, например, если нужен прозрачный фон для гифки, то в таком случае необходимо сохранять в After Effects не в Photoshop Sequence, а выбираем формат QuickTime и RGB плюс альфа. На выходе получаем видео с альфа-каналом, открываем его в Photoshop, а далее все точно так же. Второе. Вы скажете: Дарья, можно же все это сделать в Adobe Media Encoder. И я вам отвечу: вы абсолютно правы. Но лично мне удобнее сохранять именно таким способом. И последнее, но не менее важное. При сохранении GIF в Photoshop может появиться ошибка. Я вам ее сейчас покажу. Оставляем здесь 100%. И вот она появилась. Может еще написать, что не хватает памяти. Как вы уже поняли, это как раз связано с тем, что не хватает памяти на вашем компьютере. Чтобы все-таки сохранить и получить гифку, меняем количество кадров или размер композиции, или то и то. Можно изменить длину анимации. В крайних случаях пробуем полностью закрыть Photoshop и открыть заново. По личным моим наблюдениям, он не будет сохранять GIF, если в Sequence у вас получилось больше 500 файлов, и если в окне предпросмотра не указывается размер. На моем компе можно смело утверждать, что памяти не хватит и гифка не сохранится. Ну а я надеюсь, что у вас все получилось.
Вы довольны и любуетесь на результат. И я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное, то не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно. А я напомню, что теперь у меня есть страничка на Patreon. Там вы сможете найти все файлы из видео на этом канале. Я постоянно добавляю туда больше новой информации. И если хочешь получать доступ к видео раньше других, голосовать за новые ролики и видеть закадровый контент, то становись моим патроном и лично участвуй в развитии канала. И как обычно, если остались вопросы или есть предложения по новым роликам, то пиши все в комментариях. Я все читаю, всем стараюсь ответить. Ну а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Пока-пока!